Всем привет, дорогие друзья, с вами Евгений Чайка, и я продолжаю рассказывать о том, как играют топовые коллективы на своих сигнатурных картах. В наступившем году крысы символично поговорить о Mousesports. Они выиграли 3 из 4 последних турниров 2019-го, при этом на саммите играли с заменой, а на эпицентре заняли 2-е место. И если мы посмотрим на вето того финала, то увидим, что Vitality убрали Dust 2 на 2-й стадии банов, оставив Vertigo, на которых у них совсем мало опыта, в отличие от Mouse. Кто знает, если бы французы не решились на такой отчаянный мув, то судьба десайдер карты могла бы быть совсем иной. Mouse всегда доминировали на Дасте, они побеждали лучших в разные эры CSGO, будь то Fnatic 2014 года или Luminosity 2015. За последние годы выигрывала у Na'Vi и Liquid, а самым запоминающимся матчем стал камбэк против Astralis в рамках 10-го сезона ESL Pro Лиги. Еще во время берлинского мажора Райс подмечал, что все ходят только на Zig. Если взять для сравнения матч Na'Vi Mibber, то бразильцы продолжали делать один и тот же раскид Зиги из раунда в раунд, веря, что это единственный шанс сделать камбэк. Классический раскид Зиги состоит из 3 смоков на мост, КТ-респ и ванвей на буст. Один молик летит в плент и 2 на рампу за сайтом. 2 игрока проходят мост, 2 падают вниз. Робс дает моли в тупик и прикрывает тиммейтам спину. Проблема этого раунда в том, что Керриган, давя просвет, открывается под лонг, в то время как Frozen должен контролить пуш смока на респе. Решение было найдено в матче против G2. Параллельно раскиду Робс выходит мид и убивает КТ в респе, из-за чего Frozen чекает лонг, пока его капитан давит снайпера, без опасения, что их минуснут в затылок. Хоть Мауза и выиграли раунд против Force, они не поддались ошибке выжившего и усовершенствовали тактику. Еще одна вариация выхода через Zig заключается в предварительном фейке мида 2 смоками. Маус выбирает формацию 1-3-1 вместо привычных для подобных раундов 4-1. Керриган буквально суицидится, оттягивая перетяжку КТ через мид. После опенфрага путь Сани был читаем, что дарит фрикилл для Воксика. Важной частью раунда является люрк банки. Энс никак не могли просчитать Фроузена, потому что уже убили сольника в миду. Роль снайпера на Дасте играет ключевую роль, и в сплите А крайне важно его зонить. АВП часто стоит в связке с саппортом, который вступает в игру после первого выстрела. Откинув огонь, Маус заставляет Эстага спрыгнуть в респ и открывается вдвоем на КТ в упоре. Далее дают смок на буст, изолируя снайпера от тиммейта на мосту. Heroic сконцентрировались на неудачных дуэлях в Зиге, позабыв о лонге. В связке 3Т оставалось добрать игроков защиты. При атаке лонга важна синхронность выхода на снайпера КТ, чтобы не дать возможность вражескому АВП щелкать вас по одному. Маус удается дезориентировать аспиранта. По 2 смока на просвет и 2 молика в сайт они с легкостью занимают А. В этом раунде мы наблюдаем формацию 4+1, о которой я говорил ранее. Керриган отсидел продолжительное время и его перестали чекать, из-за чего он получил заслуженный фраг. При плохом закопе и правильном спауне можно зааркадить лонг. Кроме дефолтных гранат на старт, выход с банки от Маузов характерен флешкой рикошетом об дверь и смоком, который дается заранее, чтобы потушить КТ-молик. На стадии, когда атака вышла с банки, решают только дуэли на АИМ. Хоть Astralis и заняли лонг вчетвером, СГ перестрелять 1 на 1 достаточно сложно. Получив тотальное преимущество в раунде, Маус играет максимально аккуратно, чтобы не напороться на АВП. Очевидно, что в такой ситуации КТ отдадут Б, чтобы контролить А и мид. Поэтому атака ротируется и заходит на пустой плант, быстро закончив раунд. Многие считают Zig имбовым вектором атаки, и это не странно. Даже в сплите Б очень важно сперва зачистить Zig, чтобы вас не запушили в спину после раскида. На раннем тайминге 2 игрока пушат парапет под прикрытием АВП в респе и смока на мясной. Сделав быстрый опен, Керриган остается фейковать смоком на мост и моликом в сайт А. Эти действия нужны, чтобы выманить защиту в мид, потому что против опорных позиций внутри Б-плента играть намного сложнее. 2 смока и молик в КТ-респ отрезают перекрестный огонь и позволяют разобраться стайлу по одному.
Не стоит считать Rush B мемом с матчмейкинга. Имея хороший спаун, это вполне рабочая страта, и Маус показывает нам почему. Выждав, пока пройдет первый молик от КТ, они врываются с тэшки под флешки за Хаммер. Вероятность повторного молика абсолютно нулевая, потому что второй опорник Б всегда оставляет его против смока с верхнего. Сделав open frag за счет неожиданности, они терпят потери от Кикерта, который не был ослеплен, выбрав правильную позицию. Мауза изолирует дверь смоком и поджигает окно, обновляя гранаты по их истечению. Авик занимает дальний танцпол, откуда он безопасно контролит тэшку и окно, а Frozen прикрывает дверь. Даже в численном преимуществе ретейк Б-сайта Даста задача не из легких. На этом с гайдом у меня все. Спасибо вам за фидбэк под пилотным выпуском. Ваши положительные отзывы мотивируют меня работать усерднее. Сейчас я отвечу на пару комментариев. Во-первых, Астралис на нюке будет в конце января. КТ-сторону я буду разбирать в отдельных выпусках, но пока я сконцентрирован на атаке. И я рад, что вы заценили отсылку на Ведьмака. Теперь заплатите чеканным лайком и увидимся через какое-то там количество времени.